Здравствуйте, мадам. Я хотел бы отправить посылку. Здравствуйте, сэр. Конечно, положите ее сюда, пожалуйста. Спасибо. Это первый раз, когда я отправляю посылку. Без проблем, я вам помогу. Куда вы хотите отправить эту посылку? Я хочу отправить ее в Париж, к моему брату. Хорошо. У вас есть полный адрес? Да, он написан на этой бумаге. Спасибо, я беру адрес. Он хорошо читается. Содержит ли посылка хрупкие предметы? Да, там есть керамическая чашка. Хотите наклеить этикетку «Хрупкая»? Да, это хорошая идея, спасибо. Вот, я наклею этикетку на вашу посылку. Мне нужно заполнить форму. Да, вот форма для отправки, которую нужно заполнить. Что мне писать в поле «Отправитель»? Ваше имя, адрес и номер телефона. Хорошо, я все записываю. Готово, я заполнил форму. Отлично, я проверю. Все правильно. Вы хотите быструю или обычную отправку? В чем разница в цене? Быстрая отправка стоит 15 евро, обычная 8 евро. Сколько времени занимает обычная отправка? 3-4 дня для обычной посылки. А быстрая отправка? Всего 1-2 дня. Я предпочитаю обычную отправку, это не срочно. Хорошо, я отмечу обычную отправку. Хотите застраховать посылку? Страховка обязательна? Нет, это опционально, но рекомендуется для хрупких предметов. Сколько стоит страховка? Это на 2 евро дороже. Тогда да, я возьму страховку. Я добавлю страховку к вашей посылке. Общая сумма к оплате 10 евро. Могу ли я оплатить банковской картой? Да, конечно. Вот терминал для оплаты. Спасибо, я ввожу мой код. Платеж принят. Большое спасибо. Хотите получить квитанцию? Да, пожалуйста, квитанцию. Вот ваша квитанция и номер отслеживания посылки. Могу ли я отслеживать посылку в интернете? Да, на нашем сайте, используя этот номер отслеживания. Отлично, я посмотрю вечером. Есть ли у вас еще вопросы по отправке? Нет, все понятно, большое спасибо. Пожалуйста, я здесь, чтобы помочь. Должен ли мой брат подписать при получении? Да, он должен будет подписать при получении посылки. Нужен ли документ, удостоверяющий личность? Да, он должен показать удостоверение личности. Спасибо, я ему скажу. Это хорошая идея, он будет готов. Почта открыта каждый день? Мы работаем с понедельника по субботу. Ах, значит, в воскресенье закрыто. Да, почта закрыта в воскресенье. Понятно. Спасибо за все ваши ответы. Пожалуйста, это моя работа. Здесь обычно много людей. Утром да, но днем спокойнее. Я специально пришел в это время. Вы поступили правильно, нет ожидания. Вы давно здесь работаете? Да, я работаю на почте уже 5 лет. Это интересная профессия? Да, мне нравится помогать людям каждый день. Важно иметь хорошую команду? Да, у нас очень сплоченная команда. Спасибо еще раз за вашу доброту. Пожалуйста, хорошего вам дня. И вам хорошего дня. До свидания. До свидания, сэр. До скорой встречи на почте.